Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте, я психолог, кандидат биологических наук, и вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня буду рассказывать о том, как и почему РПП, которое вроде бы уже ушло и практически забыто, вдруг внезапно снова появляется в вашей жизни. А такое бывает и нередко. И многие люди с длительным РПП могут такие ситуации вспомнить. Особенно булимики. Но прежде чем я начну рассказывать об этом, я, как всегда, прошу вас подписываться на мой канал и ставить лайки. И можете это сделать прямо сейчас, пока видео идет. Пожалуйста, это очень важно, потому что это помогает каналу продвинуться, и больше людей с расстройством пищевого поведения будут находить эти видео и получать хотя бы так какую-то помощь. Так вот. Почему РПП, которое вроде как ушло и вроде как уже какое-то время, длительное, иногда годы, никак не напоминало о себе, в один прекрасный день вдруг появляется, как будто оно никуда не уходило? Рассказываю. Существует вообще два типа избавления от РПП. Это ремиссия и выздоровление. Что такое? Часто психологи или специалисты всегда используют слово ремиссия, подразумевая, что РПП может вернуться. Но я все-таки считаю, что полное выздоровление возможно. Что такое ремиссия? Ремиссию отличает то, что РПП как бы исчезает вот мгновенно, в один день. Вот вчера еще было, а сегодня как бы уже нет. Особенно это заметно булимикам, потому что это бывает так: рвешь, потом вдруг раз и перестаешь. Это как бы невозможно не заметить. Анорексики могут в один день вдруг начать есть. Вот вчера еще не ел и было очень страшно, а сегодня я вдруг начинаю есть и ем. Но это реже происходит. У булимиков это происходит часто. Люди с компульсивным перееданием вдруг могут начать контролировать свое питание, сбросить вес, и это все дается им легко, и у них как будто есть мотивация, и им даже вроде как и не надо делать особых усилий. Как-то вдруг. Вот это ремиссия. Ремиссия отличается от выздоровления прежде всего тем, что она вот так происходит внезапно, как бы без особых ваших усилий. И происходит она, как правило, на фоне каких-то внезапных изменений в жизни. Новые отношения. Какая-то ушел с одной работы, с токсичной, нашел хорошую работу. Там, не знаю, переезд. Не дай бог, кто-то в семье заболел очень сильно, и вам нужно вот все бросить и заниматься этим человеком. Какие-то тяжелые переживания, не связанные с вами. Это всегда кто-то другой должен быть. То есть должно, не обязательно тяжелые, кстати, радостные переживания. Например, вы встретили свою любовь, вы ходите замуж, или у вас рождается ребенок, вот что-то такое. Это не обязательно приведет к тому, что РПП исчезнет, но может привести. Когда появляется что-то, что как бы вытесняет РПП. РПП – это ведь копинг-стратегия. Копинг-стратегия означает, что РПП существует для того, чтобы помогать вам с чем-то справляться. И когда что-то вытесняет вытеснятеля, то вы как будто забываете про РПП. Оно просто исчезает, как будто его никогда и не было. Вот не было. Вы вдруг превращаетесь в абсолютно здорового человека. При выздоровлении таком глобальном это происходит не так. Это всегда происходит медленно. Чуть лучше, чуть хуже. Еще чуть лучше, еще чуть хуже. Лучше, хуже. И потихонечку, вот так вот, как-то плавненько, со спадами и взлетами, вы как-то вот выкарабкиваетесь. То есть вот это принципиальное различие. Что не так с ремиссией? Казалось бы, наступило и прекрасно, да? Замечательно. Но особенность ремиссии как раз в том, что она одномоментно исчезает, а потом также в один день заканчивается. И вы вылетаете назад в РПП просто как пробка из бутылки, вот ровно туда,
Где вы были до того, как ремиссия началась? И если когда ремиссия начинается, вы вдруг чувствуете, как будто у вас никогда и не было никакого РПП, то когда ремиссия заканчивается, вы вдруг чувствуете, что как будто у вас никогда и не было никакой ремиссии. Вот все ровно так же. Такие же срывы. Вы также не можете есть. Или вы также начинаете дико переедать. И человек в таком обычно шоке всегда и вообще в ужасе, потому что подожди, я же год, 2, 3, 5, 10 была абсолютно здорова. Что происходит? Откуда это взялось? Объясняю, откуда это взялось. Как я уже сказала, РПП – это копинг. РПП существует для того, чтобы вы могли с чем-то справляться, с какими-то трудностями своей жизни. И, как правило, это какой-то однотипный вид трудностей, какой-то вот особый. И в РПП всегда есть центральная эмоция. Вот та самая эмоция, которую вы больше всего, сильнее всего, самая болезненная, которую вы больше всего вытесняете. Чаще всего это стыд, это может быть отвержение, это может быть страх, это может быть ощущение собственной ничтожности, ощущение собственной никчемности. Вот эти чувства. И вот эти центральные чувства, которые, собственно, вы и вытесняете, подавляете при помощи РПП. Это начинается где-то там, где начинается РПП. И потом вот всю вашу жизнь с РПП это и происходит. Вы чувствуете это, у вас происходит срыв, он позволяет подавить это чувство, переключить вас на переживания по поводу еды и таким образом вытеснить. Вот эти вот сложные эмоциональные переживания, связанные со стыдом или с ощущением собственной ничтожности, с ощущением собственной какой-то вот такой дефективности, вот это все, с какими-то страхами, которых очень много у людей с компульсивным перееданием. Вот, то есть, когда происходит что-то, что делает этот механизм ненужным, вы перестаете по каким-то причинам чувствовать этот стыд. Например, потому что вам не до него. У вас что-то происходит, и вам не до него. Тогда РПП может исчезать. Например, ваше РПП было связано с тем, что у вас была какая-то очень тяжелая любовная история. Вас там бросили, вас унизили, вас отвергли, вас изнасиловали, не дай бог, там как-то очень подло по отношению к вам поступили, у вас развелось РПП. Потом, когда у вас, например, какие-то очень принципиально другие отношения, или вы занялись карьерой, или у вас родился ребенок, вы переключились и вам не до этого вообще чувства, не до этих переживаний. Но как заканчивается ремиссия? Ремиссия заканчивается тогда, когда вы попадаете в ситуацию, которая бьет вас ровно в это центральное корневое чувство. То есть, если ваше РПП, например, было связано с отвержением, нет, давайте по-другому, про булимиков скажу, например, там больше вариантов, со стыдом, потому что вас критиковали и очень много стыдили. И стыд невыносим для вас. И все ситуации, связанные со стыдом, вы заедаете и вырываете. И это как-то вот вас, оно не то чтобы помогает вам даже не чувствовать стыд, это вас переключает. И вы уже чувствуете стыд по поводу своего РПП, а не по поводу той изначальной ситуации. И вам так легче потому что тут все у вас под контролем. Вы сейчас возьмете себя в руки и не будет никакого стыда. Вот. Так вот. Причем стыд в разных ситуациях. Какие-то ситуации, связанные со стыдом, для вас более болезненны, а какие-то менее. Например, если вы где-то чихнули очень громко в театре, вам, конечно, неловко, но вы это пережить можете. А вот если вы, например, для вас принципиально важно то, насколько вы умны или профессиональны, насколько вы реализованы, насколько вас уважают, и вы там где-то, я не знаю, поехали на конференцию важную для вас, очень важную, где вам было очень важно
чтобы все прошло хорошо, и вы забыли свой доклад или не смогли ответить на какие-то вопросы, и выглядели по-дурацки, вот это может отправить вас туда, затриггерить ту корневую эмоцию центральную. И как только эта эмоция поднимется, старый механизм переживания, эмоция, РПП, чтобы с ней справиться, он тут же снова появится. То есть вот вчера у вас было все хорошо, сегодня с вами происходит то, что попадает в... Извините. Кошачья шерсть. Что попадает в вашу, вот в эту вот корневую эмоцию, да, вот эту центральную. И вот через 2 часа вас накрывает срыв. Хотя до этого их, допустим, не было, там, я не знаю, 5 лет этих срывов, да. То есть это вот так работает. Вы вылетаете из ремиссии мгновенно, как только возобновляется эта цепочка чувства в конкретной ситуации. Чувство в конкретной ситуации триггерящей и срыв следом как способ справиться. Причем РПП возвращается в абсолютно неизменном виде. Потому что если это ремиссия, то сколько бы времени ни прошло с момента последнего проявления РПП, с самим РПП ничего не происходит. Не происходит никакой переработки, никакого проживания, никакого изменения. Оно не исчезало. Оно было как будто упаковано в коробочку и положено на полочку. И все эти годы вашей ремиссии оно там лежало. С ним ничего не происходило. Оно просто лежало в целости и сохранности. И как только оно вам понадобилось, коробочка открывается, РПП распаковывается. И вот ровно такое, какое оно было, оно вас и накрывает. Ни слабее, ни как-то по-другому, если это не было выздоровления. Вот ровно каким оно было до того, как началась ремиссия, вот ровно в том виде оно к вам и вернется. А вот именно это происходит, когда люди в полном шоке. Они говорят, ну как же так? Я была уверена, что все. У меня 5 лет не было ничего, у меня даже мыслей не было. Я даже не допускала, я была уверена, что все. Откуда? Откуда это взялось? Почему это появилось опять? Потому что лежало в коробочке и ждало своего часа. Что делать? Моя любимая часть. Что делать? И мой любимый ответ. Идти в терапию. Даже если вы в ремиссии, даже если у вас наступило улучшение, иногда такая ремиссия может наступать на фоне терапии. То есть вы пошли к специалисту, провели несколько сессий, вам стало лучше, вы думаете, у вас там исчезли срывы, или вы начали есть, вы такие думаете, о, класс, все, я вылечилась. Нет, нет. Важно идти в терапию и разбираться с причинами РПП и с теми чувствами, которые нужно вытеснять при помощи РПП. Вам нужен другой механизм совладания. Вам нужно разорвать эту цепь. Стыд, например, стыд, если мы говорим про чувства, стыд, срыв. Вам нужно разорвать эту цепочку, чтобы у вас либо не появлялся этот стыд, либо чтобы у вас был какой-то другой механизм для того, чтобы с ним разбираться. Поэтому даже если вы в ремиссии, именно в ремиссии не выздоровели, это не значит, что вам не нужно идти и разбираться со своим РПП, потому что оно не ушло, оно где-то лежит. Оно там законсервировалось, запаковалось, оно ждет момента. И если этот момент ему представится, оно появится, потому что это все еще часть вас. И если у вас наступило улучшение,
на фоне терапии не переставать, не прекращать, продолжать и продолжать и продолжать разбираться, пока это РПП не будет запакованным, а вы действительно возьмете, разберете его на составные части, переработаете, и оно просто исчезнет за ненадобностью. Не будет сохранено где-то до момента, пока оно вам понадобится, а действительно больше не будет нужно. Ни в каких ситуациях. Вот. Вот, собственно, все, что я хотела сказать о том, почему РПП может появляться через много лет после исчезновения и что с этим делать. Подписывайтесь на мои социальные сети, я всегда это говорю, ссылки на них в описании к этому видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. И помните, что через социальные сети вы можете меня найти, если я вам нужна. Пока!